Мельница. От одного этого слова сколько уже веет теплом Руси, природой, просторами и даже какой-то загадкой. Ребята, интуиция вас вообще никогда не обманывала, и в ней больше смысла, чем во всей литературе, которой нас кормят и которая переписывается на корню каждые 10 лет. Нас, паразиты, пытаются не то что прогнуть, а и всю нашу жизнь наполнить чем-то посторонним, лишённым смысла, искусства и зодчества. Так же самой и с мельницей. Мы всеми фибрами души чувствуем к ней тягу, что что-то в ней больше настоящего и простого, практичного, культуры, и это все неспроста. Но давайте вначале поймаем себя на мысли, что большинство из нас о них знает. Чаще всего картинка в голове всплывает деревни. Красивые девушками с косами бегаю возле снопов пшеницы. Эти деревянные чудо-юды, перемалывающие исключительно зерно в муку, хлипкие и развалившиеся сами по себе. Верно? На самом деле сами по себе они никак не могли развалиться, хотя бы по тому примеру, как мы видим по теремам и старинным станкам, где присутствует старинная древесина. Ведь дерево сохранилось идеально. А вот современное дерево, в сравнении со старинным, уже через 10 или 15 лет приходит в убогое состояние. В старинный терем невозможно гвоздь забить, и дрель выходит из строя, если пытаешься просверлить дырку. То есть мельницы уж никак не могли сами развалиться. Их целенаправленно уничтожали. И мне на слово не надо верить. Достаточно вбить в поисковик ключевые слова «уничтожили старинную мельницу», «при странном пожаре сгорела», «снесли мельницу», «разобрали», и вам выдаст много материала с возмущениями людей. Но какова же цель этой диверсии? Наверное, не от того, что они такие простенькие и примитивные, как нам навязывают, и по ним понять можно многие вещи, а значит вернуться к культурному наследию прошлого. Во-вторых, какое у вас желание появляется, когда видите старинную мельницу? Правильно, побывать внутри ее. Какая-то такая страсть увидеть, что там, и в этом нисколько не прогадали. Ведь чем стариннее мельница, тем она больше превосходит все ожидания, да еще для тех людей, кто внимателен к мелочам. Понятно, что заводских технологий тогда не было, как нас заверяю, и все делали бедные кузницы кувалдами, которых я уже считаю великомучениками пера официальной истории. Видя, какой масштаб писатели свалили на их плечи от средневековых трамваев с тонкими деталями, рельс, мостов, пароходов, тракторов и даже люков от канализации, которой якобы не было, но почему-то на старинных гравюрах мы их видим. Как одна девушка подметила, пока не оказываешься совсем рядом с мельницей, не совсем представляешь ее размеры. Для середины XVIII века семиэтажное здание — настоящий небоскреб. Ветряки под названием «Север» и «Свобода» и вообще больше, их высота превышает 33 метров. А все старинное как минимум на этажа 1,5 под землей, глубже просто не дают копать. А ведь мельницы в Голландии использовали еще и для осушки территории, которая почему-то оказалась под водой-то, есть понятно, что случилось. Также во второй части я покажу, что большинство мельниц по масштабу строительства будто не мукомолку строили, а атомную электростанцию, что по сути так и есть. В-третьих, а что еще можно мельницами делать, кроме муки? Помните наш фильм «Раз Русь деревянная, значит высокотехнологичная»? Вот, пожалуйста, мельницы использовали как пилорамы. Зато нам упорно навязывают пилу «Дружба», или как там бабушка со ствола дерева легко доски топором делает, клинышки и прочие сочинения, что иногда диву даешься, насколько топорная в методике давания гвардия наших, в кавычках, политиков по одебелеванию диалогов в сети. Легко ли саму мельницу построить только для помола муки? Это уже говорит о техническом и технологичном уровне. А теперь еще мы видим, что от мельниц работали и лесопилки, что говорит о еще больших возможностях наших предков. Мельницы также мололи нюхательный табак и пряности, ткали полотно. Использовались как маслобойня. Мельницы использовались как бумажные фабрики, о чем источники некоторые отталкиваются аж от 1500 годов. С мельницами связано очень много производства и промышленности. По сути, имея мельницы, планетарная Русь имела автономность, а это очень уж кого-то не устраивает. Плюс в них очень много технических и инженерных приемов, которые ну никак не вписываются в догму официальной науки. Плюс, исследуя старинные мельницы, мы видим много отпечатков производства, превышающего наше. По одной простой мельнице мы найдем много маркеров, которые подчеркивают, в каком искаженном мире мы живем. Но помимо всех прочих прелестей, мельницы еще добывали электричество. К примеру, в июле 1887 года шотландский академик и профессор Джеймс Блит построил мельницу для получения электричества. Еще бы наши современные академики были на это способны. Зимой 1887 в Соединенных Штатах
Чарльз Браш создал ветряную турбину, которая питала электроэнергией его дом и лабораторию вплоть до 1900 года. В 1890 году датский ученый и изобретатель Поль Ля-Кур сконструировал ветряную электроустановку для производства водорода. А наши ученые и изобретатели способны на это. Я не спрашиваю, умеют или нет. Я спрашиваю, могут ли? Есть такая возможность. Почему-то в нашем 21 веке, который несправедливо называют развитым, такое построить оказывается нереально по целому ряду причин. От причины «не сплю с дочкой Газпрома» до пожарная комиссия и бюро недовольных слишком достают своими крестовыми походами на мое гостеприимство. Зато чем глубже в века, тем больше возможностей у простого учителя, дворника или сапожника возводить небоскребы в 33 метра. Вас такая разница прошлого времени и современного не смущает? Ну и напоследок этой части такой вопрос. Зачем мельницы ставили на самые края звезды? Конечно, это не генераторы для города. Как сейчас слетятся специалисты ерунду морозить, которые нам расскажут, дескать, ставили как военную хитрость, чтоб противник измучился, метясь в это место, попыткой оставить город без хлеба. Тут они увидели 30 или 40 ветряных мельниц, стоявших посреди поля. Заметив их еще издали, Дон Кихот сказал своему оруженосцу: «Благосклонная судьба посылает нам удачу. Посмотри в ту сторону, друг Санчо. Вон там на равнине собрались великаны. Сейчас я вступлю с ними в бой и перебью их всех до единого. Они владеют несметными сокровищами, одержав над ними победу, мы станем богачами. Это праведный бой, ибо самому Богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли». «Да где же эти великаны?» — спросил Санчо Панса. «Да вот они перед тобой», — ответил Дон Кихот. «Видишь, какие у них огромные руки? У иных чуть ли не в 2 мили длиной». Данный роман Мигеля де Сервантеса был опубликован аж в 1615 году, где ясно сказано, насколько количественно стояли мельницы уже в тех годах. 30 или 40 мельниц, и все в одном месте. Плюс тот факт, что они были великанских размеров. Не буду спорить с тем, что, возможно, автор где-то что-то и преувеличил, но что мельниц было много, и некоторые из них были действительно гигантских размеров, передал хорошо. И вновь повторюсь, это 1600-е годы, и они уже стояли. А что надо, чтобы прийти к такому уровню развития? То, что мы сегодня по чертежам что-то похожее можем собрать, это одно. Хотя даже в этом случае придем к тому, что нам построить в этом 21 веке очень сложно, если не сказать, что невозможно по целому ряду причин. Но ведь к этому прийти как-то нужно было. На этот счет хорошо заметил человек комментарием под первой частью нашего фильма. Здесь ты абсолютно прав. Мельница не так проста, как кажется. Приведу примеры из жизни, если интересно. Первое. Ветряк. Изучал и ставил в 2005 году. Ленинградская область. Для этого нужно знать метеорологию, аэродинамику, электротехнику, материаловедение, сопромат, уметь работать с планетарными передачами, их делать и обслуживать и так далее. Увы, у нас это не работает должным образом. Среднегодовая скорость ветра — 3,6 метров в секунду, а ветряку нужно от 6 метров в секунду. Стоимость современного комплекса — 2-3 доллара на ватт, плюс хранение и преобразование энергии — это умножить на 2. Кроме того, редукторный шумит так, что соседи вешаются. Безредукторный работает от 600 оборотов в минуту. Это нерентабельный минимум. Винт, как у самолета двухлопастный, при ветре тоже воет. Еще нужна надежная система защиты от ураганов. Это нехило удорожает крутилку. И так далее. Второе. Делаю сейчас каскадный фонтан, водяную мельницу. Маленький, 1,2 метра в длину и колесо всего 55 сантиметров. Нужно знать гидродинамику, механику, материалы, кладку из дикого камня, бетонные работы, работы с инертными материалами и так далее. Даже такое маленькое колесо для водяной мельницы вызывает в изготовлении массу сложностей. Только теперь в полном объеме представляю, что нужно для изготовления механизмов полноразмерной водяной мельницы. Никакие топоры и ручные пилы неграмотных крестьян не могут это осуществить с его идеальной центровкой, балансом, механизмами стабилизации и прочим и обеспечить работу долгое время. С уважением. Это написал практик. К этому я дополню то, что было в первой части. Мельницу использовали не только для помола муки. Мельницы использовали в качестве бумажных фабрик. Мельницы использовали как лесопилки. Ткали полотно. Мололи нюхательный табак и пряности. Использовались как маслобойня. Мельницами добывали электричество. Ковали железо.
И пошло и поехало по перечню производства, которое производилось благодаря мельнице, что автоматом приплюсовывает еще больший уровень знаний и нужда в квалифицированных в этой области специалистах. По уцелевшим источникам, в 770 году была уже мельница для производства солода, 1080 валяльная мельница, 1134 кожевенная мельница, 1200 кузнечная мельница, 1203 мельница для заточки инструментов, 1209 мельница для обработки конопли. Кстати, конопельное производство предполагает под собой массу производств, от прочнейших канатов и долговечной одежды до продуктов питания, о чем наши в кавычках политики делают вид, что не в курсе. Кстати, насчет бумаги в первой части говорил, что есть источники аж с 1500 годов. Но нашел еще один, где говорится, что мельницы по изготовлению бумаги присутствовали и в 1200 годах. Также в этих же годах зафиксирована и воздуходувная мельница. В Германии в 1300 года наблюдалась рудодробильная мельница. В тех же годах во Франции мельница для доменной технологии. В 1443 мельница для изготовления проволоки. В 1890 году был построен завод в Сяндагае, в Японии. Он работал от водяной мельницы, отчего мы видим в Японии было создано производство проводов с резиновой изоляцией, работающее от мельниц. Вы представляете, насколько мельница непростая и широкопрофильная. Водяная мельница в селе Печора, Винницкая область. Построена по официальной легенде в 1894 году. Также утверждается, что она якобы была исключительно для помола муки. Все внутренние помещения мельницы были уничтожены пожаром в 1992 году. В 1921 году ее пытались восстановить. Как вы думаете, для чего? Для муки? Нет, для добычи электричества. Зато нам рассказывают, как электричества раньше не было. Конечно, не было. После так называемой крымско-турецкой интервенции, Первой мировой, революции, Второй мировой, людей просто прогнули в отсталое положение. Откуда электричеству было взяться, если ветряные электростанции, водяные, паровые, атмосферные, навозные и прочие вывели из строя в первую очередь? Войны затем и устроили, переформатировавший мир, чтоб людей от автономии прогнуть к современной зависимости от государей придуманных государств. Мельница и усадьба графа Николая Ивановича Талдыкина. Мельница была построена в 1867 году. Она расположена на берегу реки Варгол в уникальном природном заповеднике Варгольские скалы. Толщина стен здания более 1 метра. Мельницу сожгли в 1941 году, чтобы не оставлять наступающим войскам вермахта. А то, мало ли, вдруг немцы бросили бы воевать и начали бы муку молоть. Чем-то напоминает Брестскую звезду. Те же шедевры кладки, таким качественным кирпичом, что нам сегодня приходится прошлому завидовать. То же самое разрушили войной. Сжечь сожгли и восстанавливать никто не захотел. Большая и малая мельница, Польша. Очень большое строение из красного кирпича с треугольной крышей, спускающейся почти до земли. Это старинная мельница, по официальной смешной легенде, построенная в середине XIV века рыцарями Тевтонского ордена. Она называется Вайлки млин, большая мельница, а рядом через дорогу стоит малая мельница. Водяные мельницы города Хама. Сирия. В древние времена вдоль реки Норий было сотни, а до наших дней дожило порядка 20. Большие деревянные колеса, самое большое имеет радиус 21 метр, сейчас по большей части играют роль декораций. Скрежеща и поскрипывая, деревянные оси трутся о каменные ложа, на которых они установлены, и так же, как сотни лет назад, колеса продолжают исправно работать, захватывая воду из реки. А как вам мельничная колоннада, расположенная в Чехии? Италия. Заброшенная мельница, построена в 1866 году. Соренто, Италия. Прямо под площадью Пьяцца Тасса, в самом центре Соренто, открывается прекрасный вид вниз на долину, которая называется Вале Деи Малини. Кем разрушена, не знаю.